Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня мы смотрим, как относилась втирочка на наших ноготочках. Относилось все великолепно, все на месте, никуда не делось, ничего никуда не убежало. И сегодня мы будем делать перенаращивание формы пайп. Итак, подготавливаем наши ноготочки к новому наращиванию. Снимаем старый материал таким образом, чтобы снять основную массу материала, но до натурального ногтя допиливаться мы не будем. Почему? Потому что зачем нам 100-500 раз пилить по натуральному ноготочку, который у нас никак не восстановится, пока не отрастет. Поэтому лучше оставить небольшое количество материала, оно нам совершенно не помешает сделать новое моделирование. Для того, чтобы сделать арочное наращивание, убираем в ноль свободный край. Вот настолько в ноль, чтобы нулее уже не получалось. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и уже сразу же переходим к моделированию. Итак, наша задача очень правильно поставить бумажный шаблон таким образом, чтобы у нас получилась сразу же очень красивая арочка на ноготке. Шаблон при этом я подрезала по форме натурального ноготочка и сделала боковые насечки для того, чтобы его можно было зажать уже, чем натуральная ногтевая пластина. Именно благодаря этому у меня уже в боковые стеночки ложится материал, создается толщина и ничего никуда скалываться не будет. Это по поводу так называемых галок, которые на ногтях появляются. Моделировать, кстати, будем полигелем, который появился в продаже в магазине «Ура». Итак, сразу же в одну капельку, в одну толщину накладываем материал таким образом, чтобы у нас получилась полностью готовая конструкция. Следим за тем, чтобы у нас хватало материала на нижних направляющих, и следим за тем, чтобы у нас сразу же на кончике получился скос в 45 градусов. Единственное, что цвет, который я сейчас тестирую, его в продаже не будет, он мне не понравился, он мне показался слишком прозрачным. Но вот этого качества материал, он поступит в продажу в магазине, вернее, уже поступил, его можно там уже приобрести, ссылочку оставлю в описании. Подсушили буквально 10 секундочек и сразу же достаем ноготочек на поджим. Поджали, досушили минутку и начинаем опиливать. После того, как выпилили полностью наши ноготочки, контролируем внутреннюю арку, если вдруг где-то что-то пошло не так. В моем случае чуть-чуть низковато стала форма, и я выпилила излишки материала с внутренней стороны. Далее переходим к покрытию. За окном гуляют дети, лето, хорошая погода. Не знаю, будет ли вам слышно, как кричат детки, которые за окном играются. Но если вдруг вам будет слышно, позавидуйте им, потому что мы в это время сидим и работаем.
А теперь переходим непосредственно к дизайну. 3D красочкой набрасываем объемные цветочки. Далее мы будем им еще добавлять объема в лепестках, для того, чтобы они получились вообще очень-очень пушистенькие. После того, как мы добавили им объем, получается такая себе лепка, не лепка, гелевая лепка на ногтях. В принципе, пока не появился гель-пластилин, это был действительно выход из положения. Вот такого вот плана налитые цветочки. Наливать их можно очень разными способами. Это один из них. Нам захотелось что-то такое вот припухлые какие-то цветочечки, такие вот щекастые. Именно на этих цветочках мы с клиенткой остановились. Именно их мы и делали. Далее нашей композиции добавляем дополнительных элементов. Опять же 3D красочкой серебряного цвета добавляем мелкие композиционные элементы. Тоже стараемся сделать им небольшой объем, для того, чтобы они читались в нашей фактуре. Ну и, конечно же, невозможно на этом остановиться, потому что нам хочется еще добавить блесток. Мы белым гель-лаком наносим дополнительные элементы и засыпем их глиттером. Глиттер, опять же, продается в магазине, ссылочку я вам оставлю.
Для того, чтобы добавить немножечко более объемного ощущения от наших цветочков, я в серединку лепестков решила добавить темный оттенок. Итак, вот такой вот фактурный объемный дизайн ногтей у нас получился. Вживую смотрится очень красиво, блестки сверкают, переливаются и очень нежно выглядят. А вот и, собственно говоря, обе две готовые ручки, как вы и просили. Очень часто у меня просят, чтобы я показала две руки у разных рук у моих клиентов. Очень многие мои клиенты ходят с разными руками, и обычно выглядит это именно вот так. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было полезно и интересно. Я же жду вас у себя на канале снова. Не забудьте подписаться. Всем до новых встреч. Пока!